Привет! Вы на канале Коска, меня зовут Кудинова Наташа, и сегодня мы с вами будем говорить о бобинной пряже для начинающих. В третий раз мы это делаем. Почему мы говорим в очередной раз о бобинной пряже для начинающих? Потому что каждый раз возникают одни и те же вопросы. И каждые полгода накапливается огромное количество вопросов на тему того, что почему бобины, а бобины страшно, а что мне делать, а какая пряжа, а в чем разница между моточной и бобинной пряжей. Сегодня об этом поговорим, о мифах, связанных с бобинной пряжей, и о том, как нам выбрать самую классную пряжу для нашего с вами творчества как можно за меньший бюджет. Бобинная и моточная пряжа отличается в первую очередь тем, что она в разной форме фасовки. Создание мотка – это дополнительная форма производства. Давайте представим всю текстильную промышленность. Внутри нее мы представим ту часть, которая создает пряжу. Нить, из которой создают либо ткани, либо трикотаж. Это очень большая отрасль. И там где-то вот внутри существует довольно небольшая, не превышающая 10%, а то и 5% от общего количества фабрик, от общего объема производства, а то и меньше, которые создают нашу с вами моточную пряжу. Потому что людей, вяжущих руками, очень сильно меньше, чем людей, которые носят трикотаж или носят одежду. Правда. Так вот, когда фабрики изготавливают пряжу для коллекций, для больших производств трикотажных, есть два варианта. Есть у некоторых фабрик и производство для машинного вязания пряжи, и есть небольшая фабрика, дочка, которая производит моточную. Но таких производств меньше. Обычно это отдельно какая-то вот фабрика, которая производит моточную пряжу. Она бывает совсем-совсем маленькое производство, либо какое-то, которое уже многие годы производит нашу с вами прелесть. И объем пряжи, не говоря уже о количестве артикулов производимых, сильно проигрывает. И моточная от бобинной отличается в первую очередь тем, что я все люблю говорить о том, что моточки – это детки бобинок. Сначала есть стадия производства, где создают пряжу, и ее наматывают, она может быть тонкой в этот момент, она может быть ровничной, ее наматывают на конус. Потом дальше ее сматывают друг с другом, возможно, это происходит несколько раз, производят какие-то дополнительные, обработка пара может быть, еще какие-то нюансы, и после этого ее сматывают в мотки. И если этого всего не произошло, она осталась на бобине, она от этого не становится хуже, не теряет каких-то своих свойств, а зачастую она даже лучше, потому что она идет на какие-то действительно очень хорошие качественные вещи, на хороших известных фабриках, которые используют проверенные материалы, и нам же тоже с вами этого всего хочется. Как я мечтала в свое время повязать из шелка или с кашемира, но магазины предоставляли только обычные мотки, причем так как я вязала крючком, они были для меня очень толстые, крючком 2,5 я начала вязать не так давно, и мне казалось, это прям вообще какое-то рубище только можно связать таким крючком, это очень грубое полотно, нужно вязать что-то тонкое, хотя бы полторашечкой, а под такую толщину практически ничего не было. Ирис, немного различной синтетики из Турции и снежинка. Как-то лилия. Грустно, правда? А хочется прям творчество. И я ходила в магазины и просила их: ребята, привезите мне шелка, я вам заранее заплачу, я готова ждать полгода, все что угодно. Но очень хочется поработать. Так как этого не произошло, состоялся магазин Коска, и теперь у нас с вами есть огромный выбор. Как мы будем выбирать бобинную пряжу? Вы пришли в магазин впервые, вы впервые смотрите это видео, вообще не представляете себе, что вам нужно и что с этим делать, как бороться с этой бобинной пряжей, сколько ее нужно на изделие, огромное количество вопросов у вас. Во-первых, у вас есть целый канал, в котором вы можете узнать практически все о бобинной пряже. Во-вторых, вы всегда можете задать вопрос менеджерам в магазине, у нас есть чат или WhatsApp на сайте, спросить: во сколько сложения можно вязать? Подойдет ли она для моей модели, которую вы задумали? Если у вас есть сомнения, не стесняйтесь, задайте эти вопросы, зато потом вы будете просто получать удовольствие от процесса. Еще у бобинной пряжи есть такая особенность. Моточная пряжа, она в изделии выглядит точно так же, как в мотке. То есть после ВТО у нас изделие просто немного выравнивается. С ним не происходит никакого волшебства. Бобинная пряжа не такая. Так как эта пряжа предназначена для производства зачастую на машинах,
она либо обработана, либо еще не обработана паром, так что пух у нее не вышел зачастую, она не раскрылась, а соответственно она так очень посредственно выглядит в упаковке, в бобиночке, грубенькая. И у нас даже были такие прецеденты, когда клиенты, слыша о кашемире, очень хотели его попробовать, выбирали кашемир, мы помогали им с выбором, это был действительно хороший кашемир, платили за него соответствующие деньги. Кстати, о цене тоже нельзя не упомянуть, потому что если, например, мы берем кашемир сейчас в бобинах, он стоит от 12 рублей за грамм до 20, это адекватно текущим ценам на рынке. То же самое в моточке вы заплатите как минимум в 2 раза больше. Причем еще нужно посмотреть, какой именно кашемир там используется. Зачастую в смесовках используется не очень высококачественный кашемир. Это короткие волокна, которые были удалены при гребенном чесании, а потом его добавляют в меринос, и вот такой у нас классный пушок образуется. Правда, этот пушок не очень долго внутри нити держится, он оттуда выкатывается активно. Этим же грешат недорогие сетевые бренды с кашемиром. Они говорят, это кашемир 8 литров, там кашемира процентов 15, и там тот же самый короткий кашемир. Так вот, получают люди кашемир, смотрят на него, какая-то бечевка. Меринос и то лучше был. Ерунда. Человек расстраивается. И вместо того, чтобы связать образец или задать вопрос магазину, а что тут, может, мне пришло что-то не то, он грустит. Проходит какое-то время, человек говорит, ну ладно, что же делать, нитки куплены, дорогущие такие, буду вязать образец. А после того, как образец искупался, после того, как он выпустил пушок, это такое волшебство. И несколько раз мы получали письма от наших постоянных клиентов о том, что я-то думала, что фу пришло, а оно-то потом как искупалось, а оно же такое волшебное, да я же теперь не снимаю. И это вполне понятно, потому что тактильное ощущение от качественного хорошей пряжи – это нечто. Составы. В бобинной пряже мы можем встретить все, что угодно. Это ангора, это мохер, это альпака, бэби-альпака, роял альпака, то есть самая тоненькая альпака. Это шелк, крапива, конопля. Чего из самого удивительного? Викунья тоже бывает, но это уж там совсем такие заоблачные истории. Лама. Про яка сказала, но, по-моему, все самое удивительное я упомянула. И все это может быть смиксовано в любом совершенно процентном соотношении и в любом количестве. И это может быть немножко кашемира, немножко яка, шелк. Это может быть буретный шелк, чего тоже в мотках я встречала 0 раз. Наверняка существует уже в природе, но я пока не встречала. Честно говоря, с тех пор, как я увлеклась бобинной пряжей, мотки меня не так сильно интересуют. И я вязалась, только вот ради магазина, чтобы провести опыт. Например, верблюжонок. Мне было очень интересно на нем посмотреть. Camel Hair от Lana Gata. Действительно, очень интересная пряжа. Нежный, мягкий пушок, он отличается от кашемирового. И это интересно на собственном опыте увидеть и понять. И как же мы с вами будем со всем этим работать? Вот мы заходим в магазин бобинной пряжи, а там вот огромное количество каких-то одинаковых бобинок, только по цвету для нас различающихся. Что же делать? Во-первых, не паниковать. Для тех, кто впервые собирается вязать из бобинной пряжи, я всегда рекомендую меринос. Обычный, двурядный, 1500 гребенной меринос. Почему? Потому что он очень предсказуем в работе, он держит резинки и араны, с ним очень просто работать. В 3 нити мы его будем вязать примерно на толщине 3-3,5 спиц, в зависимости от того, что вы вяжете, как вы вяжете и с какой плотностью, я имею в виду. И вы вяжете образцы, смотрите на них, принимаете решение, какие спицы, в какое количество сложений вам будет комфортно и удобно, уютно. Для меня, так как я не очень часто бываю в мороз на улице, 3 нити достаточно. Если вы хотите более теплую, более толстенькую вещь, более стабильную, то тогда можно взять большее количество сложений. Шапку мы складываем и 6, и 8, и вяжем тугенько. На пуловер мы вяжем послабее, чтобы пряжа раскрылась. О чем еще часто мы можем прочитать в интернете, это о том, что в бобинах пряжу хранить нельзя. Мол, что вы делаете? Она же там так растягивается, она же там вообще-то портится. Вообще-то нет.
Бобина – это адекватный способ хранения, и если мы уж купили в бобине, и у нас там осталось что-то, или мы решили не вязать этот проект сейчас, а связать его через полгода, все у нее там будет хорошо, не переживайте за нее, она спокойно переживет этот период ожидания в бобине, ничего с ней не произойдет. Главное, никакую пряжу не храним на солнце. Солнце – это враг пряжи. Он ее сушает, портит краситель, пряжа линяет. Причем, если, например, вы живете в горах на активном солнце, и вы свитер постирали и повесили на солнышко посушить, например, то очень вероятно, что когда вы его снимете вечером, у вас та сторона, что была на солнце, будет по цвету отличаться от той, что была в тени. И, к сожалению, это невосстановимая ерунда, поэтому лучше таких ошибок не совершать. Как мы выберем для себя пряжу? Во-первых, когда вы выбираете пряжу, если вы не делаете это не самостоятельно и попросите помощи у менеджера магазина, точно расскажите о своих тактильных ощущениях. Кажется, камера пляшет. Есть люди, которые совершенно не переносят колкость. Тогда вам нужна гребенная пряжа. Та пряжа, у которой очень аккуратно учесан ворс, у него практически нет пушка, потому что чувствительная кожа зачастую это не аллергия на шерсть, это именно непереносимость точечного раздражения. Чем меньше количество ворсиночек вас будет касаться, тем приятнее для вас будет эта пряжа. Есть люди, которые даже кашемир не переносят, хотят, там нежность, там просто облачко, даже не знаю как-то, даже не чувствуется, казалось бы, это касание при средней чувствительности. Но если оно у вас не среднее, значит вы ориентируетесь на себя. Кто-то любит пряжу типа дундашки, когда ты чувствуешь это покалывание, кажется, что он даже вот мне массаж делает, эти ворсиночки, как-то вот даже теплее с этим, и приятнее, даже вот как-то кожа омолаживается. Ну уж не знаю, я небольшой любитель таких ощущений, но я знаю своих клиентов, которые многие говорят, мне дай настоящей, пожалуйста, шерсти. Все понятно. Такая тоже встречается в бобинах. О количестве сложений и тонкой пряжи. Когда особенно это касается крючкотворцев. Для нас с вами всегда большая проблема подобрать толщину нити в мотках. Есть артикулы, которые вы уже полюбили и с ними работаете, но хочется же разнообразия. А в бобинах толщина пряжи может начинаться от 6000 и меньше, но магазины обычно не привозят меньше, с этим сложнее это намотать. 3000 шелк, например, мы легко можем вязать в 3 нити, и нить будет 1000 для совсем тоненького крючка, в 5 нитей, в 6 нитей, и это уже может быть вязание спицами 2-2,5. Смесовки, которые хорошо раскрываются, можем даже какие-то вязать в одну нить, 1500. Если нить прочная, о чем я говорю. Если нить ровничная, то есть у нее это одна ниточка, которая распределена, ворсиночки распределены и слегка закручены, ее очень легко порвать. Это связано не с тем, что материал какой-то плохой, или не с тем, что он там как-то не так хранился, а исключительно со способом производства. Если эту же ниточку производство перекручивает сильнее, и противоположной круткой навстречу ему отправляет вторую ниточку, образуя двунитку, то она становится очень прочной. Почему? Потому что повышенная крутка и компенсация одной нити другой, в результате порвать ее руками уже становится гораздо сложнее. Соответственно, когда вы выбираете вязать в одну нить, обязательно проверяйте нить на прочность. Это несложно. Опять же, если вы делаете это удаленно, не стесняйтесь задать магазину вопрос. Я буду вязать в одну нить, нормально? Вам магазин честно ответит, нормально или нет. Или лучше выбрать другой материал. Может быть, поможет подобрать подмод для этой истории. Тоже хорошо. Во-вторых, вы можете создать любое количество сложений, какое вам нужно, подобрать под нужную вам толщину. А в-третьих, вы можете создать уникальные смесовки, которые будут только у вас. Например, вы любите пряжу, которая состоит из разных нитей, мулине еще ее называют. Например, мы берем белый шелк, серый кашемир, к нему подматываем и еще лен. Вот мы такую хотим создать смесовку. В природе такой нет, голубой лен, например. Все это красиво выглядит, вам нравится. И вы это сами себе собрали. Такой комплект, ориентируясь на метраж. Одной пряжи у вас 100 грамм, второй 200, третьей 120. Все это одного метража, и в итоге у вас получается, например, кардиган. Вы сами это создали. Вы можете, плюс большая цветовая палитра. Но есть и минусы. Минус в том, что пряжа, которую вы выбрали, может никогда больше не повториться. Ни в этом магазине, ни в других магазинах, потому что она вот только существует на стоке. В таком количестве ее выкупили и все. Почему пряжа называется стоком?
Об этом нужно было поговорить в начале, но поговорим сейчас. Когда фабрики производят пряжу или производство, отвязали коллекцию, у них остаются остатки. У них есть два способа. Либо они должны это выработать все, либо они куда-то должны это деть, потому что склады не резиновые, и им в следующей коллекции, например, там, бежевый цвет не предусмотрен или нужен совершенно в маленьком количестве. Или производство произвело больше пряжи, чем выкупили заказчики, у них осталось, и в следующем году у них нет спроса на эту пряжу, она остается, и тогда они продают ее в стоковые склады. Стоковые склады радостно и довольно дешево. Все это скупают в большом количестве, потому что, ну, например, ты покупаешь 3 фуры черного цвета или ярко-розового, и вот он у тебя в одном цвете, хорошо, если в 2, 3, в 5, это прям нам повезло, ну, обычно бывает классный артикул, но в каком-нибудь одном цвете. Самые классные артикулы бывают в темно-синих, черных или некрашенные варианты, когда их, ну, вот, под покраску приготовили, но ничего с ними в итоге не сделали, и они такие вот молочных оттенков остались. И это все попадает на стоковые склады, где цены гораздо ниже, и мы с вами уже это все можем купить. Мы с вами магазины. Магазины приходят на стоковые склады, теряют голову от радости, скупают всякую красоту и везут себе в магазин, где вы ее уже выбираете. И когда она попадает к нам, мы, конечно, первое, что мы делаем, мы испытываем те же самые эмоции, когда вы получаете посылку с пряжей. Мы это все разбираем, мы это все изучаем, чтобы потом могли хорошо, грамотно помочь нашим клиентам подобрать материал. Недавно у нас была поставка, в которой пришли, например, потрясающие твиды с буретным шелком. Эх, как они хороши. Что мы с них можем связать? Да все что угодно. Все зависит от вашей идеи. Чего мы с них не можем связать? Это что-то облегающее, без подмота. То есть юбку-карандаш связать из твида с шелком ровничного не получится. Но если мы подмотаем с вами мериносик с эластаном или просто эластан, то получится и карандаш, и платье, и футляр, и все что угодно. И даже лосины можно связать себе. А как же вы подмот будете подбирать, если вы же начинающий? Что же делать? Совсем я вас запутала. Не стесняйтесь задавать вопросы. А еще на канале очень много видео именно по темам. Например, вы хотите изучить твид. Понравилось вам твидовое изделие, как из него вязать. Вы набираете в поиске по каналу твид, смотрите, узнаете. Или вы понимаете, что эта пряжа ну, совершенно не держит манжеты, что бы с этим сделать? Вы набираете в поиске на канале и узнаете об этом информацию. Кашемир, меринос, хлопок, лен, любая пряжа, об этом мы уже с вами поговорили. Когда вы берете пряжу впервые, я рекомендую выбрать что-то одно изделие, взять это изделие, отвязать обязательно. Стадия, которую вы не можете пропустить, это образцы. И образец должен быть не такой. Если вы впервые работаете с материалом, даже я, имея большой опыт работы с бобинной пряжей, если я впервые вижу этот артикул, я вижу довольно большой образец. Если у меня нет аналога в работе, не было, если я с ним не знакома. Вот такой вот образец, да еще не постирать, вообще никакой информации вам не дает. Непостиранный образец образцом не считается. Пробитый паром тоже нет. Это так не работает с бобинами. Обязательно стираем. Стираем, сушим. Для некоторых материалов, для того, чтобы понять материал до конца, нужно постирать 2-3 раза. Это джелонг, это все кардные пряжи. Лучше постирать хотя бы дважды. Тогда пух выйдет, и стирать его прямо вот душевненько. И тогда вы сможете понять, как работать с этим материалом, как правильно посчитать. Потому что очень обидно связать большое изделие, а потом в результате получить усадку сантиметров на 7 рукавов. Плюс, вы помните, да, вот эту волшебную особенность, что рукава всегда подсаживаются больше, чем само изделие, потому что у нас происходит больше трения вот здесь, на стол мы кладем руки во время работы, и это все дает дополнительную усадку, то есть больше воздействия механического на изделие. Поэтому, когда мы вяжем изделие, обязательно на рукава дополнительно, если это пряжа раскрывающаяся, обязательно дополнительно нужно заложить пару сантиметров хотя бы. Ну, либо так, как мы с вами посчитали. Если мы связали большой образец, хорошо его постирали и это учли во время работы. Ну что, надеюсь, было интересно и полезно. В конце я покажу вам немножечко красивой пряжи.
Если у вас есть вопросы, смело задавайте их под этим видео. И, пожалуйста, ребята, если вы не можете посчитать расход и хотите услышать от меня ответ, задайте вопрос в той форме, чтобы я вас поняла. Не мне непонятно, а сколько мне конкретно брать пряжи, а у меня вот такой рост, у меня вот такой размер, вот так я буду вязать, из вот такой примерно пряжи, какой у меня расход. Тогда понятно, тогда я помочь могу. Надеюсь, было интересно. Ну что, посмотрим красивую пряжу? В бобинах мы можем встретить не только удивительные цвета, но и интересные фактуры. У меня вот такой вот шелк ждет своей очереди. Я закончила шелковую футболку вчера. Вы ее видели сейчас на мне. Это вот такой шелк-шнурочек, 100%. Так, посмотрим метраж, 637 метров, 100% шелк. Такая штука тоже иногда бывает в наших магазинах. Это совсем другой шелк. С немного добавлено нейлона вот в нитях основы. И это такая очень красивая лента. Я уже с ней работала. Вязали моей маме в ярко-изумрудном цвете. Вязали ей хейвард. У меня вот в таком же цвете собранная кофта из деталей. И для себя я поняла, что из такого шелка вязать лучше все-таки цельное изделие, потому что собрать такую толстую пряжу потом довольно, красиво, довольно сложно. Получается, как-то вот очень много волшебства надо применить, сил, и больше, чем для того, чтобы связать это изделие, надо было, чтобы собрать. Красивый шелк. Давайте тоже мы в метраж посмотрим. 300 метров в 100 граммах. Его можно вязать от четверки, если мы хотим прям плотненькое полотно. Я вязала на 12. Получается дырка. Очень красивое такое стильное дырявое полотно. Такие удивительные вещи можно встретить в бобинках. А у нас на сайте еще больше вариантов интересной и удивительной пряжи. Приходите в гости. Кто хочет кофту? Я хочу.